Всем привет, друзья боксерчики! Сегодня мы опять возвращаемся к ногам, к передвижениям, к ударам. То есть бывает очень сложно, вот научились на месте бить и вроде научились на шагах бить, а в движении, например, скачка или прыжка, вечные торможения. То есть то ударить не успеваешь, то прыгать не успеваешь, то выглядит это как-то неказисто. То есть и вселяет неуверенность спортсмену. Поэтому вот простые такие упражнения тоже делаются в самом начале. Они, поверьте, подходят многим и опытным боксерам. Постепенно раскидывать, вот делать это навык как уже привычка. Постепенно вживлять его в один импульс. И прыжка, и удара, и все сокращения должны в один миг в теле выстреливать на удар. Поэтому смотрите, пробуйте. Смотри, вот, покажи, как на скакалке прыгаешь. Вот на скакалке. Вот, видишь, можно и так, да? Правильно? Вот это вот движение, которое ты делаешь руками, тебе надо обратить в мешок. Здесь очень интересный момент. Вот если ты со стопы бьешь, да, и начинаешь выталкивать, то есть у тебя удар такой на подъеме. Бам! На подъеме. Бам! На подъеме. Бам! На подъеме. То когда во время прыжка у тебя наоборот, то есть момент опускания, ты и бьешь. То есть ты вот прыгаешь, да, как на скакалке, вот. Так можешь прыгать. Так можешь прыгать. И вот эти движения уже преобразуешь в ударные движения. Бам! 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 Все как на скакалке, вот, раз рука, раз рука, раз рука, чтобы дважды не переучивать. Движение на скакалке, не просто так, потому что и руки, и ноги работают. Раз, раз, вот у тебя. Вот опять, раз набрал, полностью плечи расслабил, раз потихоньку пока рукой. Когда надо будет, дернешь. Раз, раз. Yes, 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 yes. То есть у тебя резко потом будешь менять. Но надо научиться вот именно расслабляться. Так, спокойно. Потихонечку. И, Кристин, смотри. То есть, да, ты можешь близко, чтобы понять. И потихонечку оттягивайся. И работаешь. Все как на скакалке. Вот эти все движения у тебя. Только ты идешь вниз. Ты сжимаешь уже внизу. Вот опускаешься ты, как падаешь на ногу. Раз, видишь, вниз. Вот тут и надо научиться рукой схватывать. О, легче на ногах. Стоп, Андрюх, смотри. Горят стопы. Ступня горит у тебя. Вот это вот движение тебе нужно. Вот, еще раз. Ты очень хорошо можешь на стопе бить, да? То есть на самой стопе. Нашагивать с места. Но движение, которое ты сейчас пытаешься сделать, оно на прыжке. Там другой механизм. То есть ты собираешь именно в конце. И раз, когда падение у тебя происходит. Yes. Вот прочувствуй вот это вот падение. И сразу у тебя другой рисунок появится. Почему как на скакалке? Потому что у тебя уже эта моторика уже наработана. И руки и ноги уже у тебя стоять. Ты уже можешь движение делать. Раз. И пошел. Вот эту вот часть, смотри, как стопа играет. Как на скакалке. Вот ты ее распрыгиваешь. Вот у тебя вот как виток идет. Ты можешь на одной ноге.
Смотри, вот как на скакалке. Ты на одной ноге можешь делать? Одной, второй, чтобы связка была. Во, пробуй, пробуй, пробуй. Тебе это просто поможет. Ты быстрее перейдешь, потому что, еще раз говорю, одно дело, когда ты на стопе ходишь. Совсем другое дело, когда ты на скачке, на прыжке владеешь этим. И в нужное время, малейшее движение, раз, перешел. Раз, 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 раз. Еще раз. Движение короткое. На ноги. На ноги. Вот оно, видишь? Я последний момент подхватываю. Раз. Момент, когда я падаю, вот падение, когда происходит. Раз. 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 Успей ногами. Видишь, какая разница? Ноги давно стоят, тянешь. Поэтому и получается. А теперь попробуй, чтобы у тебя рука наверху была. Не ломай движение. Монолитом, скачком одним выдай. Тебе не надо сейчас бить, ты просто вытянись в линию. Просто, чтобы вот у тебя вышло. Раз. Раз. Скачок, видишь, короткий какой? Раз. Раз. Я его подаю, видишь, вот он. Раз, выдай. Раз. Ты можешь зафиксироваться только на долю секундов, понять, что у тебя выпрямилось, не выпрямилось. Длинно, слишком длинно берешь, поэтому не получается. Так, вот смотри, Андрюшка, то есть первый момент, который надо учесть, это дистанция какая. И вот у тебя даже вот как от прыжков, да, вот от самой амортизации вот этой, есть небольшое хождение. То есть когда ты находишь на удар, приближаешься и отдаляешься. То есть это две твои рабочие ударные дистанции. То есть вот ты когда челночишь вперед-назад, у тебя определенные ритмы вырабатываются. То есть движение цикла. И тебе надо вот точно попадать. Потому что вот что это такое? Когда особенно ты, например, финтишь, ты понимаешь уже разницу скоростей. И вот на таких коротких, маленьких прыжках, скачках, толчках надо очень-очень тонко пользоваться. То есть столько, сколько нужно. То есть ты дистанцию будешь на удар сокращать. Но самое главное попадать вот именно в этот режим такт ног, потому что частота высокая. Поэтому первые упражнения, которые разучиваются, делаются с близкого расстояния, чтобы ты понимал, работает ли у тебя ударная часть, которая у тебя от шага очень хорошо идет. И ты уже ее вживляешь в свой маленький скачок. Видишь, как близко я? Челночишь, вперед, назад. Короткое, спокойное движение. Сейчас не надо тебе бить, тебе сейчас надо наработать эту дистанцию. Потому что если сделаешь правильно, то твой удар ускорится. То есть он такой очень будет ритмичный. Постепенно набираешь свою дистанцию. И уже вот этот вот скачок вперед. Видишь, я использую назад, вперед, назад. То есть как бы инерцию как туда, так и обратно. Сюда вошел, отсюда вышел. Вошел, вышел. Здесь точность на ногах. Раз, два, раз, два, раз, два. Сближаюсь. Раз, два, раз. Видишь тело как, да? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Надо, смотри. Раз, два, раз, два. То есть туда-сюда, туда-сюда. Сначала медленно-медленно разбери. И больше уже тело как бы подводишь. Вперед, назад, вперед, назад, вперед. Видишь, накинулся. Назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Вперед, назад. Хач, хач, хач. Ближе прям совсем.
вплотную упрись к нему, чтобы ты увидел, тело работает у тебя или нет. Старайся не топать. Мягко, мягко, мягко. Раз. Стоп. Один цикл, второй цикл. Сейчас попробую разыграть его. Попробую вот здесь его нащупать уже, чтобы ты вперед-назад, как понимал. И где-то уже вот какой-то из моментов, да. Бам! То есть берешь и прямо ускоряешь потихонечку, пока прижимаешь, сильно не бей, но так, чтобы у тебя скорости уже начали потихонечку повышаться. Медленно, медленно и раз, резко ускоряешь. Стой, Кристинка, стой. Видишь, тяжело наваливаться сразу на него. Потому что здесь вот смотри, у тебя вот в этом виде передвижения в челноке практически центр тяжести под тобой всегда. Потому что ты как бы ищешь. Вот оно, видишь, чем оно хорошо. То есть я могу показывать, что иду сюда, а на самом деле начинаю играть. Видишь как? И ты никогда не поймешь, то есть, что я намереваюсь сделать. Особенно, когда я начинаю, например, с ударом выдергивать это. То есть под этот маленький, вот этот маленький движение ногой я очень резко, остро начинаю реагировать. То есть мне надо, чтобы скорость этого передвижения вот здесь догнала удар. Раз, раз. Здесь ничего не работает назад. Здесь все работает вперед. Поэтому каждое твое движение должно работать вперед. Вперед. Вот надо успеть все это сделать. Раз, 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 раз. Это очень сложно. Поэтому потихонечку ты, когда напрыгиваешь, вперед-назад, ты уже и подстраиваешь. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. И потихоньку выведи плечо, выведи плечо. И близко к нему подойди. Подламывай, подламывай. И потихоньку оттягивайся. Вот так, чтобы у тебя рука выпрямилась в итоге. Вот вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Это всего лишь учебная модель, которая, ну, как бы, понятно, в бою ты будешь маневрировать. Вперед, и потом можешь что угодно на этом элементе уже ставить. Любой финт. Лишь бы успевать в этот момент бить. Хорош? Вперед-назад одна манера. Вперед-назад, вперед-назад одна манера. Вторая манера, то когда вы идете боковым челноком, то есть здесь также все просто. Просто вы скачете в сторону. Здесь тоже определенная уже, ну, какая-то база знаний должна быть. Потому что движение в сторону, это уже считается, ну, более продвинутое движение. Ты не пятишься назад, а идешь в сторону. Очень часто, когда идут в сторону, надави на плечо, мы проваливаем. Правильно? Идем в сторону и проваливаем. Ну, давай. Раз. В сторону. В сторону. В сторону. То есть это уже специфика, да. То есть я также во время движения, быстрого движения, стараюсь поймать на стороне удар. У вас сейчас немножко другое, вы просто раскидываете руки в такт движения. И делаете, вот смотрите, вот это на один такт. Раз, 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 раз. Если вы медленно сможете так сделать, поверьте, быстро сделаете. Но сейчас вот именно вот тоже такой вот нюанс, это нюанс, как вы до мешка, на какое расстояние вы от мешка. Сможете ли вы удержать реально мешок? То есть всю вот эту вот концентрацию. Второй способ, когда вы, например, вот уже играетесь, делаете несколько скачков,
и ждете вот этого момента на реакцию удара уже. Здесь также важно попадать в чистоту ног, чтобы движение уже более-менее было рассчитано. Раз, 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 раз. Чтобы уже, ну, не знаю, вот эта микро-макро-съемка. То есть у вас на самом деле все тело реагирует. Как скачок, это, ну, высшая уже форма удара. Когда вы, потому что, ну, скачок может быть очень короткий и очень быстрый. И вам в это время надо уже телом догнать. Раз, 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 в сторону, раз, раз, короткое движение. Раз, 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 раз. Итак, попробуйте пока поприцеливайтесь. На один, да, такт, на два такта. Парни, на носочках вы прыгаете. Что это такое? К полу прилипаете. Мягко-мягко. Вот у вас движение в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Легче, легче на ногах. Не ориентируйся сейчас сильно ударить. Тебе надо поймать вот момент разворота удара на скачке. Попробуй на одном. Раз на одну сторону. Раз. Видишь, какой он скудноват, Андрюх. Сзади меня встань. Помнишь, да, вот это вот упражнение делали? У тебя немножко видоизменяется здесь стойка. Раз. Видишь, я поменялся. Вот отсюда я уже гоню удар. Вот он уже здесь. Видишь? Вот. Ты за счет вот этой вот верхней части и маневрируешь. Раз. 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 Потихоньку, потихоньку. Вот пробуйте вот это вот, ну, начальные первые упражнения. Просто надо как с разных углов, с разных моментов. Каждый ученик по-своему это воспринимает, по-своему идет. Как к удару, так и к движению. То есть постепенно привыкая. Поэтому смотрите, берите на вооружение. До новых встреч.